Всем привет, ребят, я Инвиз, и это новый формат видеоматериала на моем канале. Пора уже разбавлять гайды и обучение чем-то новым. В этом видео я покажу вам то, как убил фараона в соло против сквадов. Было сложно и не с первого раза все получилось, но те эмоции, которые я получил, они бесценны. Все началось еще на стриме. Играл я в соло против сквадов, и тут подписчик пишет в чат: а получится ли в соло убить фараона? Мне очень понравилась данная идея, и я решил попробовать. Попробовать убить его именно в сквадах, потому что, по моему предположению, в соло-режиме у него хп и урон меньше, а в сквадах он рассчитан на 4 игроков. Сейчас, монтируя это видео, я не нашел на ютубе человека, который убил бы фараона в соло именно в сквад-режиме. И именно сейчас я увидел, что для прохождения фараона есть всякие баги и специальные способы убить его нечестным путем. О этих способах я честно не знал, пока не начал монтировать это видео. Пускай я буду первым, кто убил фараона в соло без всяких способов и багов. Самое что интересное, пока мне не написал подписчик в чат на стриме, я не знал о фараоне в принципе ничего. Какие у него атаки, что он из себя представляет и что за него вообще дают. То есть, я о нем узнал лишь на стриме и сразу же предпринял попытки победить его. Говорю сразу, извиняюсь за качество картинки. Все фрагменты были взяты со стрима, и YouTube, к сожалению, сильно портит качество картинки. Стримил в 4К, а качество картинки близко к нему не стоит. Прежде чем мы перейдем к самому интересному, я хотел бы попросить вас подписаться на мой канал и прожать палец вверх. Для меня это очень мощная поддержка, и я буду понимать, что двигаюсь в правильном направлении. Также я полностью вернулся на YouTube и очень активно начал заниматься каналом. И очень часто начал стримить. В своем телеграм-канале я делаю все анонсы стримов и видео. Общаюсь со своей аудиторией и публикую туда то, что не попадает на YouTube. Поэтому, чтобы ничего не пропускать, заходите в мой телеграм-канал, ссылочка есть в описании, но мы погнали к тому, с чего все начиналось. О, интересно, кстати, получится ли в соло фараона забрать. В соло-то по факту он тоже есть в соло-режиме, но под соло-режим он предусмотрен. Наверное, количество хп у него меньше, и его в соло могут убить. А вот в сквадах, мне кажется, у него хп во много раз больше. И сольнику, мне кажется, нереально фараона убить будет. Просто что с него падает, я даже не знаю. Типа, зачем его убивать, я не знаю. Прыгать к месту его первого выхода, лутаться, там будет примерно сквад с тобой. Потом наверх сразу, и там ищешь 2 пулемета на 5. Это мне надо вот сюда, что ли, прыгнуть? Верно я понимаю? Ну давай, ладно, туда прыгну. Попробуй в соло забрать. Хотя, мне кажется, это нереально. Если там мы вчетвером дамажили его миллион лет, сколько я буду в соло дамажить, я вообще не знаю. Плюс как мне дефаться, защищаться от него. На просторах ютуба буду первым. В смысле, я в соло против сквадов забрал фараона, ты про это? Ну интересно, заберу, не заберу. Если заберу, если ты говоришь, что никто на ютубе еще этого не делал, то можно даже это видео попробовать выпустить. Ох, вот это меня забустило, нормально. Значит, мне пулики надо найти с увеличенными магазинами. Ну, один увеличенный я нашел уже. Это хорошо. Так, чё, чат, я готов? Посмотрите. 5 аптек, шприцы. Ну, 1 шприц, 7 боликов, 4 буста, энергетика. Патронов у нас 445. Если по фулу считать, то 745. Ну, типа, то, что заряжено. Можно вот эти еще подлутать. Энергетосы. Пустимся. Так, надо теперь вспомнить, как туда зайти. Там самое сложное — это прыгать, но будет сообщение посередине экрана. Угу. Прыгать надо куда-то будет. Теперь мне надо понять, как мне забраться туда, активировать фараона этого. Вот сюда мне надо встать, да? Активирую плиты. Я просто вообще первый раз тут. Хорошо, что для дурачков тут прям все показано. Для таких, как я. Так, все, печать снята. Становимся сюда. У меня люди уже. Это нехорошо. Теперь надо срочно убежать на фараона, чтобы меня не убили. Итак, первая попытка. Для первого раза было предпринято решение взять 2 пулика с топ-магазинами. Я еще ничего не знал о фараоне, даже не знал, что с него падает лут по мере его прохождения. Я еще не помню, почему тут надо стрелять, чтобы урона больше было. Ну все, GG. Погнали.
Я сейчас умру, чат. Очень сложно. Фух. Я просто весь вспотел. Все, я умер, походу. Это жесть просто. Соло это вообще непроходимо. Соло это вообще непроходимо. Фух. Что-то зона очень быстро прошла. Я вообще в шоке. Может только это... Долго, может то, что лутался. Но это вообще прикольно очень. Вот эти хуйни мешают, которые бегают, скелеты эти. Блин, ну хз, я не знаю, сколько у него слоев. Сколько в него надо дамажить, чтобы снимать ему хп. Типа вот, как это объяснить? У него очень много слоев хп. Ты сносишь один слой, открывается другой слой. Я не знаю, сколько таких слоев. Это вообще жесть, мясо. Хилится жестко. Вот надо стараться как-то не получать от него урон. Но так как я первый раз вот его прохожу, прям вот полноценно прохожу, я вроде как понял, какие у него атаки есть. Я попробую, наверное, сейчас еще. Сейчас еще будет катка. Интересно прям стало осилить фараона в соло. Можешь попробовать на калашах или берил, где урон больше. Ну вот, и он перезаряжается быстрее. То есть я могу тогда щелкать этих компаньонов, как вы их называете. Попробовать на эмке, на бериле, на калаше, что-нибудь такое попробовать. И вот уже вторая попытка. На второй раз я попробовал взять 2 калаша. Во-первых, быстрая перезарядка, во-вторых, очень хороший урон. А также после первого раза я понял, что нужно убивать сразу компаньонов фараона. Ну, чтобы они не мешали. Сложновато будет без кустов. Так, где-то у него точки эти должны быть. Ну, куда его бить тут? Так, от этих козлов надо избавляться сразу. Гроза! От второго избавился. Грозу попробовать взять. Гроза вообще норм. Блять, это пиздец сложно. Просто жесть. Я не знаю, в соло это не пройти вообще никак. Не, это невозможно, у него слишком много хп. Вот вдвоем хотя бы можно. Вдвоем, втроем, но в соло. У него иногда этих зон нету почему-то, подсвечивающихся, да? Которые светятся. И безумно много хп, просто безумно. Я не знаю, там, наверное, за красной полоской еще полоска находится. И какая-то новая атака. Ну, можно попробовать еще. Мне никто не мешает еще раз попробовать. На третий раз я уже взял калаш с берилом. Берил будет поприятнее, думал я. Так, ну, удачи мне, что сказать. Вот время есть, когда у него рука застревает. Пилится время есть. Все,
Мне надо срочно хилиться пробовать. Это было что-то новое для меня. Я узнал еще про одну фазу фараона, и это была буря. За какими колоннами спрятаться, блядь? Какие колонны? Это что-то новое, какая-то буря, колонна, это что такое? Ой, не, в соло это очень сложно. Это прям вообще... Я не ожидал, что, ну вот прям настолько может быть сложно в соло. Какие-то еще этапы появились, еще этап бури. А я боюсь, если я сейчас этот слой снесу, а что там вообще за следующий этап будет? Жесть просто. Как вы уже поняли, я решил взять оружие на пятерках. Мне кажется, даже от второго оружия смысла-то особо нет. Можно попробовать Скар плюс Берил, чтобы раньше патроны сверху собирать. Ну... А, разные патроны. Ну, я хз. Какой ты злой, а? Ну, по урону неплохо, кстати. Очень неплохо по урону. И тут я вспомнил, что мне в чате советовали забраться к нему на плечо по руке. И я решил попробовать. Чат меня не подвел. Вот, давай попробуем. Мне говорят залазить и в плечо ему бить. Ну хз, урон не такой большой. Так, пробуем лайфхаки. Блять, все, походу, GG. Давай, 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 давай. Нет, жестко. Зона не всегда успевает, позволяет убить его в соло. Да, зона еще тоже решает многое. С этим с тобой согласен, Кит. На пятую попытку я все-таки решил взять опять два калаша. Подумал, это будет хорошим вариантом. Прям интересно для меня челлендж убить этого фараона. Прям очень интересно. Надо пробовать бустаться. Бустаться, 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 бустаться. Блять. Мне надо забустаться. Затупил жестко. Очень жестко затупил. Но было очень близко. Очень близко было. Уже лучше стало получаться намного. Прям намного лучше стало получаться. Уже от атак уклоняюсь. Уже урон нормально сношу. Калаш прям хорошо сносит. Не в эти точки светящиеся, а даже просто. Ну, было близко очень, ребят, согласитесь. Плюс чат, если это было близко. Сколько я ему там оставил? Вообще по фигне оставил. И вот уже шестая попытка. Я вроде чувствую себя уверенным. Уже лучше начинаю уворачиваться от атак. Но поможет ли мне это? Вот так все подготовить. И погнали. Пробуем бустаться. Проебался немного. Ну как немного? Серьезно проебался, получается.
Я думал, сейчас колонна будет, короче. Поняли? Я думал, сейчас колонна будет и будет этот ураган этот начинаться. Ну, ничего страшного, ладно. Будет еще время его пройти, попробовать. А так это интересно. И вот первый день моих попыток подошел к концу. Я еще немного поиграл в паблик, поговорил с чатом и закончил стрим. День второй. Я пересмотрел весь свой вчерашний стрим, проанализировал все, составил список фаз фараона и видов его атак. Изучил полностью все атаки, когда он атакует, в каких фазах он атакует. И понял, что лучше будет взять оружие на разных патронах. Потому что патроны постоянно падают с фараона, и долго лутаться до попытки его убить теперь не имеет смысла. Лучше всего подходила М-ка и калаш. Да, я понимаю, это дефолт, но он никогда не подводил. Перезарядка быстрая, урон на уровне. Ну и больше-то ничего и не надо. И вот она. 7-я, последняя попытка. Вы не представляете, как это было круто. Эти эмоции, которые я тогда испытал, просто не могу передать. Все, начинается жара, чат. Ой, сейчас будет. Сейчас будет нехорошо. Так, что я могу подобрать? Патроны нужны. Так, нужны патроны. Обязательно патроны нужны. Зона уже, что? Так, надо буст юзать. Патронов мало, хреново. Патроны. Я протупил, жестко протупил. Хилимся. Я умер.
Поздравьте меня, я буду орать. Я смог это сделать. Фух. Да ну. Капец, я вчера после стрима сидел, составлял список атак его, всех атак его, которые есть. И просто сейчас вот, проанализировав вчерашний стрим, вчера у меня не получалось целый стрим его убить, но было близко. Сейчас я просто с первой попытки просто его убил. Господи, за это надо лайк ставить, чат. Вообще, топ. Охренеть, я очень рад. Вы не представляете, как я рад, чат. Безумно рад я. Фух. Соло против сквадов убить фараона. Сильно, я считаю. Очень сильно. Охренеть, конечно. Мне надо сейчас в зону двигаться еще. Весело будет. Фух. Ну, блин, за это лайк надо влепить. Жирный лайк, ребят. Это прям мощно было. Вот так я и смог победить фараона, не используя какие-либо баги. Просто проанализировал свои вчерашние ошибки и все. Надеюсь, я буду первым, кто смог в соло, в сквадах победить фараона. Но, честно, я это делал не для того, чтобы быть где-то первым. Мне стало реально интересно, смогу ли я справиться с такой интересной и в то же время сложной задачей. У меня получилось, и наградой ко всему этому были непередаваемые эмоции, которые я испытал вместе со своими подписчиками в чате. Мне этот момент запомнится реально надолго. И даже пускай этот момент будет в истории моего канала. Надеюсь, данное видео вам понравилось, как и формат в целом. Пишите комментарии, что вы думаете насчет этого видео. Также не забывайте меня поддерживать подпиской и лайком. Делитесь видео с друзьями. Меня это мега сильно мотивирует на создание нового контента. Ну а с вами был Инвиз. Всем пока-пока. До новых встреч.